Здравствуйте, мои любимые замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Рада вас приветствовать на своем канале. Вы всегда тут сможете услышать добрые, искренние слова поддержки. Тема сегодняшнего расклада. Его мысли, чувства, действия на ближайшие 48 часов. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца. В конце, помимо совета карт, вы получите совет психолога. Итак, для начала делаю сигнификацию, пожалуй, этого мужчины, да, того, о ком вы думаете. Если очень на него похоже, значит смотрим расклад. Вы можете думать, что этот мужчина забыл вас, да, занят, очень занят, или ему все равно. Но карты показывают совсем другую картину. В его голове сейчас происходит настоящий шторм, где каждое ваше слово и каждый взгляд прокручиваются на повторе. В ближайшие 2 суток его чувства к вам из искры превратятся в пламя, которое заставит его действовать. Давайте вскроем его планы. Какой мужчина? Какой он? Вспомните его глаза, улыбку, тембр голоса. Назовите его имя. Какой он? Одиночка. Любит. Интересно. Женщин. Девочки, извините. Но я не удержалась, прям смешно. Большое, огромное количество женщин. Интересно. Часто эта карта на вас выходит. Угу. Но на одной он споткнулся, да, женщине. Фатально. Женщина, которая изменила ход его жизни. Может, видение взаимоотношений с женщинами. Интересно. Сам по себе одиночка, то есть к себе близко не подпускает, но может расположить женщин, влюбить в себя, обаять. Ну, что я могу сказать? Любит женщин. Так. Попался на пути какой-то, вернее, ему попало по пути, или не по пути, не знаю. Тут райская птичка, энергетически наполненная, сексуальная, красивая женщина, энергетически, опять-таки, вот эта вот наполненность, харизма, оптимизм, умение поддержать. По этой карте еще женщина умеет себя преподнести, да, сделать акцент на своих достоинствах. Так, но тут история какая-то такая мутная. Мы смотрим его сигнификацию, да. Тут вот история связана с этой женщиной. Карта Луна. Могут быть созависимые отношения, может быть много тайн, недоговоренностей. В том числе утаивание. Кстати, вот этот мужчина о своей материальной стороне жизни, может быть, о своих финансах, о заработках, о планах, да, там, как заработать, или в принципе у него там может быть планы по покорению мира. Вот именно материалка, тут как будто бы много тайн, может быть даже, ну, не считает нужным рассказывать, да, вам, кому-либо. У кого-то, если не свободен, там могут быть нюансы с недвижимостью, да, допустим, недвижимость записана, как часто бывает, там, на жену, на тещу, еще там каких-то родственников. Бизнес тоже, может быть, внешне это выглядит как он полноправный хозяин, а там могут быть скрываться какие-то нюансы, там, он может там владеть какой-то только частью этого бизнеса. То есть вот тут какой-то вот такой нюанс, вот что-то тут с финансами связано. Сейчас я уточню, о чем это. Смерть. Башни. Такие карты, какие-то разрушения, наказания. Ну, вполне возможно, мужчина, если будет пытаться изменить свой статус, допустим, если он не свободен, то тут за этим последует смерть, это на финансы, башня, разрушение и наказание.
То есть, ну вот, без штанов оставить, да, пустить, ой, по миру с протянутой рукой. Может потерять то, что нажито непосильным трудом, да, все. У кого-то прям так, у кого-то, в принципе, какие-то тут такие теневые схемы, игры. Лучше вообще в эти дела не лезть, да, как будто бы что он не зря скрывает. Что-то там с материалкой такое вот, муть какая-то. И у кого-то вообще, может быть, история, я вам хочу сказать, может внешне производить впечатление очень успешного, да, а на самом деле там куча кредитов каких-то, может быть, ну и все с этим связано. Так, вот это уточню. Спрашиваю, любишь женщин? Это мое наказание. Угу. Буду еще рассказывать, девочки. Так, это ваша карта. Это в принципе, как будто мужчина любит вот таких ярких, харизматичных, энергетически наполненных. Скорее любит женщин, которые, ну, как райские птички такие, да, любят себя. Урожай, разделка. Ну вы также, вы для него такая, вы для него такая. Ну тут у меня вышла карта марионетка. Знаете, мужчина привык манипулировать и привык к тому, что довольно-таки легко он может результат получать. Заполучать. Ну, не буду говорить любую женщину, но в полной мере, как урожай собирать. Мастерски умеет. Какой-то такой он у меня тут, великий волшебник вышел. Так. Чем еще фатально? Ну вот за вас я спросила, фатально карта, изменили вы ход его жизни, восприятие, может быть, взаимоотношения поменялись, карма. Вот вы та самая карма для него. Для кого-то это бумеранг за все деяния, для кого-то вот именно та женщина, на которой, если можно сказать, он споткнулся, где его какие-то убеждения, вот, может быть, алгоритмы, его поступки какие-то, модель поведения, вот не сработала, осечку все дало. Может, подвлюбился, может, неожиданно вот, как-то посмотрел на ситуацию, заставили вы его посмотреть. Ну вот что-то в вас, вот его триггернуло, что-то в вас заставило его, ну, пересмотреть. Опять-таки. Ну, вот, может быть, ценности какие-то изменились у него. Вот тут что-то такое, вот, как-то по-другому посмотрел на мир, на женщин. Вот. Так. Ну, опытный мужчина. Давайте так я скажу. Нежно-ласково опытный. Весьма. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, смотрим его мысли, чувства, действия на ближайшие 48 часов. Первая у нас карта, показывающая его главную думу о вас, да? Что там? Зацикленность, ностальгия, нежность, влюбленность, злость, не знаю, что он там. Эмоциональный резонанс, чувства. Первое были у нас мысли, да, извините, вот такое что-то там. А второе у нас чувство, что на сердце. Нежность, может, по дьяволу там, одержимость сексуальная. Так, внешние проявления, действия. Что он делает физически? Приседает, отжимается, напишет, позвонит, приедет или будет демонстративно молчать, ожидая вашей реакции. Наберет в рот воды, да, что он там будет делать. И с каким результатом вы оба выйдете из этого периода, да, давайте посмотрим. Он с каким результатом выйдет. И вы с каким результатом выйдете из этого периода. Так, хотела взять эротическую колоду сейчас, вот что-то мне так захотелось. Пару карт. Так, первая карта, показывающая главную думу о вас. Вот, теперь эмоциональный резонанс, чувство его, что на сердце у него.
Теперь внешние проявления. Что он сделает физически? Напишет, звонит, приедет или будет демонстративно молчать. И итог. С каким результатом он выйдет, да? И вы выйдете из этого всего. Из этого периода. Он и вы. Начинаем. Первое у нас ментальный фон. Ух ты, карта, показывающая главную думу о вас. Бог ты мой. Токсично. Она такая красивая, яркая. Это опять райская птичка. Вот это вы все-таки выходили там. В принципе, мне показали вот такой типаж ваш. Ну, это для него самое сердце. Разбивает его сердце. Ой, главная дума, девочки. Смотрите, диссонанс. Она такая красивая, яркая. Мне хотелось бы к ней прикоснуться. Но диссонанс. Я не буду. А я хочу дождаться, чтобы она сама ко мне проявилась. Может быть, нас вот как-то так сведет судьба. Может, она сама. Я тут буду сидеть на лавочке, да, никого не трогать. Такой не при делах. И я дождусь, пока она сама ко мне эти ручки протянет. Вот такие мысли. Мысли о том, что надо как-то усмирить свои желания и дождаться. Вы первое пока сделаете. Когда вы первое сделаете к нему шаг. Первое проявитесь. Покажете свою заинтересованность в нем, прям инициативу, дабы вы должны проявить вот так как-то. Но при этом это диссонанс какой-то, это не соответствует реальности, вот эти мечты какие-то, мысли эти, вот он. И они токсичны, они его съедают изнутри, и он понимает этот диссонанс, что между тем, что ему там хочется, и то, что он имеет, такая пропасть. Вот человека вот такой в голове бардак. Но при этом это или гордыня, или не знаю что-то, или желание, дабы все было по его, или он привык, что действительно женщины к нему проявляются первые. Или тут даже желание, я вам хочу сказать, как-то так все обустроить, дабы вы действительно были в нем заинтересованы, дабы вы в какой-то момент в нем, может быть, нуждались, не знаю, что помощь его нужна вам будет какая-то. Вот тут даже об этом мысли. Как так сделать, может быть, чтобы ситуация поменялась и вы проявились первое. Ну вот так вот. Вот такие мысли у человека по поводу вас. Так, чувства, эмоциональный резонанс. Что на сердце у него? Одиночество. Ой. А на сердце, девочки, пустота, холод. Ледяной холод. При этом на сердце, смотрите, дом, в котором такие тут какие-то изменения, но это уже носит характер хронический. Он себя чувствует одиноким в этом доме, это на сердце. Мало того, король воздуха тут такой своеобразный, он уже свыкся с этой ролью. Он уже, у него как бы запроса особо нет, я вам честно говорю. Знаете, как, вот мне что-то в голове, как в склепике у вампира какого-то. Холодно, тоскливо, сквозняки. Но он уже привык так в этом пребывать, и у него запроса я даже особо и не вижу на что-то другое. Это на сердце вот такое. Я даже не могу понять. Скорее всего, я вам хочу сказать, если это касается вас, то человек просто показывает, что у него нет наполнения, его никто, ничто не наполняет. И по королю воздуха он уже привык так жить. Мало того, он скорее ищет какие-то развлечения на стороне, вне дома. И это уже носит опять-таки как хронический характер. Потому что, смотрите, тут одиночество, и тут как будто бы уже это так оно давным-давно повелось. Вот и дом. Да. И по этой карте очень часто у меня проигрывается, допустим, мужчина ищет развлечения, тут даже не в плане эмоционально-чувственных наслаждений. Тут в принципе как будто бы там какие-то мужские там, не знаю, что-то в голове у меня какой-то спорт опасный, может быть для здоровья, может быть там охота, рыбалка, может что-нибудь такое, какое-то более как мужское времяпровождение. И опять, как одиночество во всем этом сквозит. Это как вот выбор уже такой, вот выбрал такую свою позицию, такой путь. И
чувства на сердце. На сердце холод, на сердце как будто бы вообще ничего не, особо его не радует, не будоражит, не интересует. Другими словами, в отношении вас ему не хватает этого наполнения. Ну, может быть, так, как раньше вы там наполняли. Нет, этого сейчас нет. Там ледяной какой-то холод прямо на сердце. Давайте посмотрим внешние проявления действия. Что он сделает физически? Ой, что он сделает? Разбитое сердце, разбитые... Ой, девочки, разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии, ожидания. Это все есть в полной мере. При этом по карте Павлин будет распускать перышки и показывать: нифига, тебе показалось. На самом деле у меня все зашибись. Я могу себе позволить и одно, и второе, и третье, и пятое. По карте принц, и тут наоборот будет раздувать еще больше. Может быть, даже делать акцент. Вот смотри, как я там могу и той понравиться, и той. Вот я такой ресурсный. Тут будет, помимо того, что он такой есть, тут павлин, а тут еще больше будет распускать этот оперение свое, хвостик этот. И карта принц, ну, успешный успех, вот на этом акцент делать. Но при этом по двойке воды, девочки, я не знаю, смотрите, человек, по идее, тонет в этой любви. И тут женщину, он ревнует эту женщину. И он, с одной стороны, ее любит, с другой стороны, он готов ее утопить из ревности, чтобы никому другому не досталось. Тут у него такие какие-то эмоции. Ну уж не знаю, что он тут будет делать. Ну, надеюсь, он никого тут не приедет, не попытается утопить. Ну, и ладно, это юмор такой у меня черный, извините. Но тут скорее будет свои эмоции топить. У кого-то в алкоголе, у кого-то это просто стараться игнорить. Ну, наверное, в ближайшее время ему не нужно на рыбалку ездить, да? Он тут никого не притопил. Ладно, уж не знаю, что вам сказать. Ну, я не вижу фактически, физически, что он тут будет делать. Будет перья распускать, свою значимость демонстрировать кому-то. По карте принца это вообще всему окружению, всем. При этом сердце разбито, иллюзии разбиты, ожидания какие-то. При этом любовь изнутри и желание, не знаю, повторюсь. Это как будет наступать себе на горлышко на свое. Вот топить свои эмоции. Давайте доложу пару карт. Ну, о чем это? Напишет, позвонит, приедет. Или будет демонстративно молчать, ожидая твоей реакции. Вот о чем это? Ну, вот вы наказание. В очередной раз у меня выходит. Это вы наказание. И он это так и воспринимает. И, скорее всего, будет игнорить. Молчать, ждать. Вот она, вы, то есть княгиня. Это наказание в полной мере для меня. И что? Нестандартно как-то, что? Ну, может, тут хитрая лиса, и вот нестандартный какой-то подход, и карта Эросекс. Девочки, это всего лишь могут быть какие-то разговоры о вас, причем они будут какие-то нестандартные быть. Может вас даже с кем-то из мужчин обсуждать. Могут даже какие-то тут, ну, я не знаю, тут вряд ли сексуальные какие-то нюансы. Не в том плане, что обсуждать вас, а вот даже вот интересоваться вашей какой-то жизнью, вашими партнерами, может, из прошлого. Вот тут что-то такое может даже быть. Как будто бы вот тут нестандартно, не так, как раньше. Может быть, даже вам кто-то скажет о том, что это странно, как-то разговор какой-то завел там, или что-то фразу какую-то обронил. При этом вообще фиг поймешь, что он хочет, да? Вот на самом деле, ну что он хочет? Он хочет, чтобы вы тут сами проявились. То есть где-то с кем-то вас будет обсуждать. Ну да, карта лестница. При этом это с такой перспективой, что на будущее то ли узнать о вас что-то, то ли... Ну, не знает как. Он как будто карта крест. Он раскаивается в том, как было раньше, он так не хочет. Он уже понимает какие-то там нюансы, понимает. А как по-нормальному, по-здоровому, он ну, не готов, не знает.
Поэтому тут по этой карте Арлекин как-то будет нестандартно. Может быть, даже, девочки, через пень-колоду вообще фиг знает как. Вы, может, подумаете, ну точно не все в порядке с головой. На самом деле это какая-то хитрость. Это какой-то вычурный, хитромудрый план такой, может быть, узнать о вас что-либо. Может быть, даже отчасти ему и хотелось бы, чтобы какая-то информация у кого-то и всплыла. Хотя, с другой стороны, ему не хотелось бы, чтобы именно вы знали, что он вами интересуется. Типа как, между прочим, да, вот такая какая-то, может быть, оценка вас. При этом тут хитрая лиса. Эта оценка может быть абсолютно неправдива. Это может быть даже какое-то едкое замечание, такое колкое, вот специально, чтобы вас задеть. Ну, вот такое может быть даже. Это что-то новенькое. Вот как-то так по-новому он может проявиться. Уже не знаю. То есть напишет, позвонит, приедет. Или будет демонстративно молчать, ждая реакции. Ну, не знаю, напишет у вас на заборе где-то, вот вы проснетесь, там какие-то нелицеприятные вещи про вас. Я шучу, девочки, ну, ты чё? Или с добрым утром, любимая, да? Ой, ладно, давайте посмотрим. Так, с каким результатом вы оба выйдете из этого периода? Он выйдет. Ой, он тут что-то будет ожидать, что-то хорошего. Но опять столкнется, опять черная кошка и луна. Все непонятно, все мутно. Он не управляет ситуацией. Ну, понятно, если он какими-то окольными путями что-то пытается воздействовать, пробить, не знаю, какую-то информацию о вас. Ну, и чаще всего столкнется с тем, что вы упорхнете в очередной раз. Где-то, может быть, к какому-то другому мужчине. Или он узнает, что у вас там новый какой-то партнер. Вот тут видите, мужчина стоит с открытым ртом и только туфельку тут женскую эту в руках держит. То есть как будто опять вы упорхаете у него из-под носа, как будто вас увозят, ускользаете вы. Ну вот, уж точно вы не цепляетесь за него и не прыгаете ему на шею. Ну, разочарование тут опять. Но тут кого винить? Он тут вроде надеялся, но он надеялся на опять какие-то, может быть, пересечения с вами. Но он же хотел это сделать очень хитро и хочет сделать как-то так, дабы вы сами проявились, дабы вы не понимали, что это он вас заинтересован. Ну, то есть тут для него какой-то результат такой, очень предсказуемый на самом деле. Ну, такое ощущение, как будто бы он хочет перехитрить, хотел бы всех. Ну, и сам становится этой жертвой своей манипуляции, махинации. А с каким результатом выходите вы? Ой, девочки, тут как будто бы... Тут еще какие-то качели для вас. Вроде вы еще подумаете, боже, это из прошлого, привет из прошлого, да? Нужно мне это или нет. Может, будете считывать свою реакцию на этого человека, на какие-то сообщения. Может быть, даже как будете сами пытаться разобраться в себе. А вас еще это волнует, да, воспоминания, имя этого мужчины. Вот тут вот такое погружение в прошлое отчасти. Может быть, столкнетесь с тем, что, бог ты мой, и опять вот мужчина не напрямую как-то действует, а опять какими-то окольными путями, какие-то вот за спиной, как держит этот кинжал, то есть двойные какие-то стандарты, какие-то техники манипулятивные. Чё это вообще такое? Как будто вы говорите, я только от этого отошла, я не хочу опять в это погружаться, зачем мне это? Я не готова к себе такого человека подпускать. И тут усталость. Вы скажете, бог ты мой, я не хочу опять в это все назад возвращаться. Нет, нет, нет. И в конце, чем вы выходите, девочки, всадница земли, женщина, которая говорит, да мне самой собой так классно. Я тут на самом деле могу на себя положиться. Тут могу и эту оградочку починить, и в принципе организовать себе отдых. Нафига мне вот эти все проблемы? Нафига мне эта головная боль? Плюс, может быть, у вас уже есть опора на какого-то мужчину, поддержка. Мужчина, который для вас является другом, надежной этой же опорой. Все-таки этот конь, эта всадница. В принципе, как будто бы вы смотрите на всю эту ситуацию и говорите, опять какой-то детский сад. Зачем мне это звоночек из прошлого? Для того, чтобы, может быть, это для себя понять, насколько я стрессоустойчива, да? Так вот, я выбираю прекрасное, настоящее, без вот этих возвращений в это бурное какое-то
прошлое, да. Ну, что-то такое, девочки, у меня вот как-то так идет. То есть, другими словами, совет карт вам даже тут, пожалуйста, дружите со своей головой, да. Не поддавайтесь тут каким-то эмоциям. У вас уже давно сформировано четкое понимание, видение этого человека, и доверяйте больше себе, своей интуиции. И интуиции, но в том числе тут, девочки, здравый рассудок, тут вы умнички. Ой, и психологически жалость о содеянном — это всегда столкновение со своим эго. Психологически он может остро чувствовать ваше отсутствие, но его гордыня мешает ему признать ошибку. Его раскаяние часто маскируется под гнев или полное молчание, да, под игнор какой-то, потому что это форма защиты от чувства вины. Не ждите, что его сожаление мгновенно превратится в извинение. Важно не то, жалеет ли он, а то, какие выводы сделали вы. Ваше спокойствие не должно зависеть от того, признал ли он свою неправоту или нет. Теперь вы свободны от ожидания его вердикта. Вы вообще у меня свободны. Свободная, прекрасная женщина. Все, спасибо за внимание. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.